Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Христос воскрес, соответственно, всех с праздником, ребятки. Так, я сегодня буду выполнять челлендж с уровнем. Не знаю уже сколько времени прошло, как я начал выполнять этот челлендж, но если честно, для меня это уже считается вечностью, потому что, игра должна быть максимально идеальная. Но если такая игра будет, то, соответственно, ты не сможешь взять 14 уровень, потому что игра намного быстрее закончится. И вот, не знаю, посмотрим, может эта игра будет с тепличными условиями, а может не будет эта игра с тепличными условиями. Ну, пока старт мне нравится. В общем, присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк, подписаться, кто до сих пор не подписан. Также, кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки закреплены в описании под видео и в комментариях под видео. Ну и, соответственно, на телегу тоже подписывайтесь, не стесняйтесь. Вот, сразу хочу предупредить, возможно, завтра будет вырезка со стрима, потому что я буду сегодня отдыхать. Естественно, сегодня праздник, все такое, может быть, не буду ничего записывать. Но сразу хочу еще тоже предупредить, что, возможно, в этой игре я буду люто тупить, потому что я с самого утра сижу, и это уже, наверное, моя 4-я либо 5-я игра, как я разговариваю сам с собой, потому что у меня не получается выполнить этот гребаный челлендж на 14 уровень. Я сначала думал о том, что, но это будет легко. Что тут такого взять 14 уровень? А ни хрена подобного. Это ни грамма не легко. Это еще охренеть как сложно, потому что либо тебя быстро снесут инсектоиды с шаманами, либо же кто-то найдется киберкотлетный, который соберет такой нереальный билд, что его в задницу. А тебе вообще ничего не будет идти. Ни баф людей, ни какие-то там возможности делаешь и всякое такое. У меня же глаз начал чухаться в моменте. Мне ресница, походу, в глаз попала. Вот. Так, какую сборку я буду реализовывать? Я буду реализовывать рыцарей. Соответственно, хочу поставить 6 людей. А дальше уже по накатанной брать уровень и все такое. Вот, все. Вот такие вот у меня вакуумы. Сюда. Сюда эту прикормку. Но я, если честно, хочу взять ману плюс 50, но я также хотел бы найти себе кулон магии, который делает весь ваш урон, соответственно, магическим. Но я думаю, для старта, в принципе, плюс 50 маны лишней не будет от слова совсем. Стол у меня, если честно, шикарный. Я думаю, что я талант возьму сразу на плюс 1 монетку за победу. Потому что стол реально очень сильный. Если мне сейчас еще и кастрюля придет, он же резак, да, мех, который чистым уроном режет, то это будет вообще 10 из 10. У меня еще и будут халявные роллы сверху. В общем, план таков. Я делаю керри-бабку, либо же буду делать керри-ДК. И пытаться, соответственно, выходить в уровень. Все. Почему пытаться? Потому что, я думаю, вы сами просто понимаете, что такое пытаться. Напомню, что если я не буду сидеть без бафа людей, и, допустим, у меня будут не особо вакуумные условия, тепличные, то с 10 уровня по 16 вам надо 400 монет. А если я буду сидеть на бафе людей, и мне каким-то образом получится взять 12 уровень на бафе людей, то это будет, в принципе, хорошо. Это будет хорошо, потому что я сэкономлю 100 с чем-то там монет, 120 монет, 128 монет, вот. В принципе, реализуемо, да, но все равно с 35-го раунда нужно будет потратить еще, грубо говоря. Что вы понимали, на 35-м раунде я беру разблокировку уровней. И если игра каким-то чудом до 40-го раунда протянется, то я смогу взять 1 уровень. И если, конечно, у меня еще будет баф 6 людей, и я там буду выигрывать на своей доске, то, соответственно, я смогу взять 14 спокойно. Это надо, чтобы игра затянулась до 40-го плюс раунда. Не факт, что она затянется, особенно если у меня будут максимально тепличные условия. В общем, вы поняли. Почему я хочу вам показать керри-бабку? Кстати, если что, здесь я стол весь распродал, потому что у меня талант там плюс 1 монетку за победу, поэтому... мне прям намекают, Саня, что ты будешь играть через лустрик. Вот прям намекают, серьезно. Жрецы пришли. Понял тебя, понял. Все, я жрецов куплю, на всякий случай, пусть будет. Береженного Бог бережет. Я хотя уверен, что у меня стол очень сильный, и, скорее всего, я здесь даже на винстрике буду сидеть, что будет тоже хорошо. Там, кстати, еще и нежить сверху собирается. Ладно, поговорим по поводу керри-бабки. Как кто помнит, кто был на стриме, кто, может, смотрел запись стрима. Кстати, ребят, кто вдруг не знает, то записи всех стримов сохраняются, во вкладке трансляции они есть. Мне заказали челлендж сделать бабку под 9 магами и, соответственно, через жетон плюс посох 3-го тира. На стриме у меня получилось это сделать, но полноценно раскрыть этого героя и показать его потенциал не получилось. Поэтому
Сегодня я тоже буду пытаться вам показать весь потенциал этой бабки. Надеюсь, у меня получится сделать себе 14 уровень, поставить себе 9 магов и условных там рыцарей сверху. Но вряд ли это получится. Но план таков. Вот я, кстати, если что, выйду сейчас в хорошую экономику. В 30 монет. Лишним это не будет. Вот. 9 магов, плюс рыцари и бабка Керри. Сегодня вот такой вот билд у меня будет. Почему бабка Керри? Я считаю, это чуть ли не сильнейший Керри магический под такую сборку. Почему? Ну, я думаю, вы и сами все прекрасно видите, но я объясню. В каком-то из патчей, это было очень давно, сделали такой вот прикольчик, что... Кстати, Ронин не имба, если что, да? Они там нормально так скинулись втроем только что. Ну ладно, окей. Ладно. Но жрецов я буду брать. Буду брать, потому что раз я уже винстрик свой потерял, если мне аптечка упадет на 10-м, то, соответственно, я буду играть через аптечку, чтобы максимально быстро выйти в 10-й. А там уже будем смотреть. Вот. Почему бабка Керри очень сильная? В каком-то из патчей, это было очень давно, наверное, год назад, а может и раньше, не помню точно, когда это было, то они сделали так, что способность бабки включает свою тычку, то есть ваш урон зависит от вашей тычки, и, соответственно, все модификаторы атаки работают на эту способность. А тычек у нее вылетает миллиард там в секунду, то есть и плюс еще и минус 2 брони сверху накидывают. В общем, бабка, я считаю, один из самых сильнейших керри в игре в целом, потому что если гритеров нету, то бабка на самом деле и под чистым уроном себя хорошо чувствует. Самое главное найти ей нужные предметы. И вот я хочу всегда вместо китайца найдется очень юа. Мне кажется, он хотел найти себе, написать гвард юа, но... Ну ладно, будет очень юа. Не знаю, это мой подписчик или нет. Но я думаю, он не совсем рад, что я с ним попался. И тут, кстати, 9 нежити будет. Ну, катка тогда такая, знаете, с намеком на то, что будет конкурентная. Ой, хорош. Улыбнул меня парень, улыбнул. Вот. Какие предметы я буду на бабку собирать? Соответственно, кулон магии 2 тира, посох 3 тира. Это обязательные 2 предмета. Если против меня будет нежить, соответственно, наследие духа огня тоже обязательно. Дальше, какие предметы вот остальные мне нужно брать под бабку? Если там будет много уклонения, 4 тир, МКБ. Если же не будет уклонения, то, соответственно, мне нужно просто 5 тир, это бессмертие, и, соответственно, маска 5 тира. Все. Вот это все ваши предметы, которые нужны. То есть кулон магии, посох 3 тира, маска, наследие, бессмертие. 6-й предмет в зависимости от ситуации. То есть если у вас против вас, точнее, очень много контроля, то, естественно, БКБшечка необходима. Если же нету много контролей, соответственно, вообще нет контроля, да, но много уклонения, берем МКБ 4 тира. Но если всего этого нету, то мы берем криты 5 тира. И вот там уже, ребятка, можно разгуляться. Опа, аптечка, берем. Берем мою любимую аптечку. Я, кстати, если что, БХ смог забузить. Получил за него монетку. Вот. И вот это вот самая лучшая сборка. Ее хрен пробьешь. Урона от нее миллиард. Единственное, что может ее душить, это тоже контроль. Вот, все. Под 9 магами, чтобы вы понимали, у нее будет тычка около 3, примерно 2-3 тысячи урона за каждую тычку под ее способностью. Но прикиньте, у вас летит, ну, штук 20 тычек от бабки, которые наносят по 3000 урона. Ну, это, ну, грубо говоря, давайте в среднем скажем, ну, по 2500 урона магического. Ставите еще 6 магов, у вас тычка будет лететь, соответственно, почти по 4-5 тысяч урона. Ну и сами прекрасно можете посчитать, сколько это урона в секунду в одного героя. Плюс, когда бабка у тебя в 3 звезды, она бесконечно кастует свои способности. То есть на этой способности нету отката. Имба? Еще как имба. Вот, кто может такую бабку вообще законтрить? Ну, естественно, всякие думы, миллиард контроля и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, тоже хочу акцентировать сейчас ваше внимание на том, что я не спешил юзнуть реликвию аптечку священника по той лишь причине, что против меня, видите, куча людей, которые играют на лустрике, плюс один тип еще и вылетел сверху.
Поэтому я не спешил юзать аптечку. Я заюзаю аптечку только тогда, когда, соответственно, буду проигрывать. Чел даже ливнуть успел. Не выдержал напряжения. Святая бабка чувствуется ему. О, кстати, сегодня же праздник, соответственно, у нас бабка будет не за пенсией, а в церковь ходить. Плюс она рыцарем будет, еще и магом. Да ты что, там бабка святая у нас будет. Ой-ой-ой. Да, меня немножко понесло. Так, ну здесь я вроде бы раунд должен проиграть. Обязан проиграть. Да, я проигрываю раунд, отлично. Все, активирую, поехали. Пока что все идет хорошо. ХПшки у меня много, разменивать могу много. И ранний уровень, соответственно, тоже могу брать много. Вот. О, ну рыцари тоже хорошонько идут. Мне нравится. Реликвии здесь, кстати, вообще бомбезные. Да, нету реликвий талантов, к сожалению. Я бы хотел эту реликвию талантов, но чего нет, того нет. Поэтому будем играть от того, что есть. Тут есть мастерская бума, есть двойные мобы. В принципе, и Мамора есть, которую можно тоже будет поиспользовать. Ну, посмотрим. Итак, что я здесь вижу? Против меня собираются тоже мои рыцари. Ну, это как по закону подлости какой-то, не знаю. Я только хочу собрать рыцарей. Чувак собирает рыцарей. Ну, что за хрень? Чтобы вы понимали, до этого я играл, и мне, ну, против меня никто не собирал рыцарей. Ну, мне просто не шло люто. Вообще не шло. У меня одна бабка была за 10 раундов. На 10 уровне, соответственно. Так, рыцари хорошо идут. Мне нравится. Мне нравится. Мне пока что это нравится. Ребятки, сделайте себе стол немножко посильнее, пожалуйста. Мне нужно прям хорошенько в табло получать, чтобы я получал кучу опыта. Алло. Хватит сидеть на лустрике. У нас и так минус 2 типа в игре. А, кстати, не совсем так. То на первом месте может еще и сыграть через мартретку или через эльфов. Но я думаю, он будет играть через рыцарей. Вряд ли он будет играть через мартретку и через эльфов. И я более чем уверен, что это будут рыцари. Поэтому... Закон подлости в собственном соку. Ну и так, то, что я вижу. Скорее всего, здесь будет один инсектоид, один нежить и один рыцарь сверху. Ну, со мной 2, соответственно. И маг вроде собирается. Все, это то, что я прям вижу. А в остальном, ну, будем отталкиваться, что будем видеть. Вот. Так, тут я хорошенечко получу в табло. Отлично. Именно в этой игре тебе нравится получать в табло, когда у тебя есть аптечка священника. В других играх тебе не особо нравится получать в табло. Да и в целом не очень нравится. Я, кстати, забыл рассказать по поводу предметов насчет бабки. Ну, кстати, я легионку апну, хрен с ней. Мне надо мобов забрать. Так, 4 рыцаря есть. Ага. Так, берем уровень +1. Повышаем себе шанс выпадения, естественно. Очень имбовый талант. Серьезно. Очень имбовый талант. Так, ну вроде бы все нормально, да? Вроде бы. Да, я мобов должен спокойно забрать. По поводу бабки. Так, погодите. Нет, стопэ. Сейчас посмотрим, что мне выпадет для начала. Кстати, мне нужен ваш фидбэк в комментариях насчет 6 богов под агром в 3 звезды. Ну, просто даже под агром и 6 богов. Что вы думаете насчет? Напишите в комменты. Я очень хочу собрать сборку 6 богов, плюс огр и плюс прокастеры жесткие. Там кунка, тайт, зевсы всякие. Вот что вы думаете на этот счет? Напишите в комменты. О, да, спасибо тебе большое за кулон магии. Я все время хочу этот кулон магии назвать жетоном почему-то. Так, ослабляем немножко себе стол. У меня и так легионка в 2 звезды. Если мне сейчас придет еще один человек, то я с удовольствием поставлю этого человека. У меня уже 8 уровень, ролюсь как на 9, в принципе, все ок. Не знаю, можно, в принципе, сейчас 3 предмета рольнуть и попробовать найти себе этот кулон магии. Меня там, кстати, в комментариях спрашивали о том, как работает этот кулон магии. Ребят, весь ваш наносимый урон, он будет перевоплощаться в магический. И на этот магический урон работает посох 3-го тира, поэтому это настолько имбово. Чел там на 6-м уровне решил полностью сролиться, непонятно зачем. Интересно. А, я походу знаю, что тут будет. Это будет 9 магов через темного лорда.
Вот это интересно. Вот это интересно. Вот это интересно. Так, ну давайте поговорим по поводу бабки. Какие топовые предметы на нее? В зависимости от ситуации. Насчет магического билда я в принципе сказал, а теперь вот давайте насчет физического либо чистого урона билда. Начну с 5 тира. Давайте нет, давайте с 1 и сначала минус броню, естественно, сделаем. Итак, 1 тира, соответственно, минус броня. Must have, имба, топ-1 предмет. Все, в принципе, больше вам ничего не надо. Потом можно взять вот эту вот перчатку, которая дает 25% урона, если цена продажи у вражеских фигур выше. Это тоже хороший предмет, если против вас там, допустим, инсектоиды, всякие там легендарки жесткие. То есть вот такое. Я, кстати, вот так вот роляю. Ну, пожалуйста, дай кулон. Дай кулон. Ладно, спасибо. Ну, почти. Вот. По первому тиру. Минус броня, плюс 300 хп. Но самый мастхевный это минус броня, потому что бабка со своей способности минусует броню. А там сразу вот этот вот предмет дает на весь раунд, до конца раунда минусует минус 5 брони. То есть и дозолятор 3-го тира так же само работает. Минус 10 брони до конца раунда одной фигуре. Ну и соответственно ту фигуру, которую он тыкнет, то тоже там минус 10 брони. Под скиллом бабки там миллиард минус брони. Из 2-го тира, что мастхевно? Молнии, естественно, да, мы хотим это. За кулон магии говорить не буду, но вы поняли, если что. Молнии, да. Мана плюс 50, да. Плащ-пальто, естественно, если против вас есть там жесткие прокрасты, тоже да. Жетон отступника, это, соответственно, если против вас есть рыцари. Ну, кстати, жетон мне упал, в принципе, неплохо пойдет. Тут берсерк собирается. Тоже уже 9 уровень там, конечно, нормально ему там. Хорошо чилит парень. Вот. Молнии, плащ-пальто, мана плюс 50. А, я забыл, кстати, сказать. 1 тира медальон на магический резист тоже хорошо пойдет. Ну, из 2 тира жетон отступника. И все, в принципе. Ну, можно, конечно, еще бусы взять, которые дают по радиусу отхил. Что, в принципе, тоже неплохо будет, как промежуточный предмет. Вы в любом случае этот предмет потом в дальнейшем скипните, переделаете. Из 3 тира. Что must-have? Сюда. Бабка, отлично. Так, антимага. Ладно, пока не антимага, пока тинкера продам. Антимаг пусть будет. Вот. У меня даже предмет отличный. Кстати, то, что против меня рыцарь, это будет хорошо, потому что у меня есть жетон отступника против этого рыцаря. Считаю топ. Вот. Кстати, делаю себе сейчас еще слабее стол, поменяв легионку. Вот. 3 тир. Дезолятор. Имба. Мифриловый доспех. Имба. Наследие духа огня. Ультра имба. Шар бездны, ну, естественно, ситуативно. Двойные клыки тоже ситуативно. Ну и так как появляется очень часто нежить, то можно еще и вот этот вот меч добавить, который дает плюс 50% урона по нежити, что тоже отлично. Магические шмотки я здесь не называю, потому что, ну, я все назвал, в принципе, в начале ролика по поводу этих магических шмоток на бабку. Далее. Из 4 тира. БКБ, МКБ, Арчит. Да и в принципе особо там, ну, драконий рог еще можно, конечно, запендюлить. Но на самом деле бабка нормально ману регенит. Но тоже, если есть возможность, ну, если выпало, то почему бы и нет. Во всем остальном, ну, такие ситуативные предметы. Из 5 тира. Бессмертие, маска, криты, рапира. Естественно, если у вас есть наследие, плюс бессмертие, плюс БКБ, то рапира must have. Там мою бабку тырят. Ой, будет, походу, сложно играть против него, потому что он тырит мои фигуры. Да. Беда. Беда. Так, Мамора, берем. Берем Мамору, запихиваем туда сразу бабку, обузим. Напомню то, что если вы до начала следующего раунда активируете Мамору, запихнете туда фигуру, то есть вероятность, что она поднимется сразу на 2 стадии. Я ж забуксовал на месте. Так, у меня есть аптечка, еще один раунд. Я, в принципе, хочу ее забузить. Так, яйцо сюда. Опа, берсерк. ДК.
Нормально. Пойдет, пойдет. Так, я один предмет сейчас рольну. Пожалуйста, дай кулон. О! Отлично. Кстати, надо будет как-то берсерка записать в 3 звезды. В 3 звезды. Надо будет как-то просто записать берсерка под кулоном магии. Это тоже имбовый персонаж. И 9 магов сверху. Имбовый персонаж, потому что он кидать будет свои топоры очень часто. И, соответственно, это массовое обледенение, миллиард урона. То есть, ну, прям топчик. Прям топчик. Прекрасно. Опа, инвокер. Сюда, плюс 5 монет. Зевс. Так, надо усиливать свой стол. Я бы 6 рыцарей поставил. Так, что по баночкам. Ну, кстати, нормально баночки мне восстановили. В самом деле, я думал, баночки восстановят не намного меньше. И, кстати, зря я Луну продал. Я не могу поставить тебе теперь 6 рыцарей из-за этого. Ой, я гений. Я гений. Ну, ребят, это уже, знаете, избыток профессии. Все-таки столько ир, сколько я сегодня сыграл. Мне простительно, ребят, мне простительно. Мне простительно. Блин, а как было бы сочно забрать его винстрик 14 единиц. Ай-яй-яй. Возможно, мне вот это вот как раз 6 рыцарей не хватило для того, чтобы собрать бы у него винстрик. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Опа. Блин, ну я так не хочу яйца тратить сейчас. Я хочу эти яйца оставить на бабку. Но может все-таки яйцо юзнуть на Зевса? 6 богов, кстати, там собираются. Вот это неприятно будет. Если там чел грамотно соберется, то он мою бабку может тупо из контроля не выпустить. Ладно, я, короче, апну Зевса. Мне нужно хоть какое-то усиление уже адекватное. Потому что, ну, если посмотреть на мой стол, он пахнет бедностью. Реально пахнет бедностью. Я, кстати, собаку куплю сейчас. Может, 6 людей смогу поставить по итогу. На мобов как раз нормально будет. Яйцо еще одно. Здорово! Бабка, давай ты уже вылезешь и, пожалуйста, из Маморы в 2 звезды. Я тебя и так забузил. Ну что начинается? Что это за закон подлости такой-то, а? Наконец-то! Явилась, не запылилась. На самом деле, если мне упадет Омник, то у меня будет 6 рыцарей, 6 людей, по сути. Кайф? Я считаю, кайф. Боже, у этой бабки такие длинные ноги. Ай-яй-яй, красота. Ладно, уже немножко фляга свистеть начинает. Так, раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5, 6. Все, у меня есть 6 людей, отлично. Мне не нравится 6 богов, потому что у него есть Зевс. Ну, по сути, пока нормально, пока терпим. Правда, если он огромного Зевса себе соберет, терпеть буду я. Котл 2 звезды. А надо? Я думаю, не, хотя может взять. А может не взять. Это деньги. За много потраченных денег. Если честно, я в замешательстве. Блин, ну... он бы мне... Ну, короче, в будущем мне этот бы котел пригодился. Потому что в любом случае я буду делать 9 магов, скорее всего. Но не факт. Просто сейчас это лишняя трата денег. Но я думаю, что я не ошибку сделал, то что он не взял его. Я, если что, рандомно, мне нужен посох 3-го тира. Но пока что что-то пошло не так. Где-то я споткнулся и упал. Может попробовать на 6 людей посидеть? На 6 людях, точнее. На 6 людей, понял. Оу, май. А вот это будет сильно сейчас. А вот это будет сильно.
Омник есть, если соберу в 2 звезды, то вообще все помянем. Джекира еще пришел, но уже раскрыт. Ну, мне Джекира бы надо, но мне места нет, понимаете? Нет места, нету. Так, Лину продаем, кунку ставим. Хотя зачем я Лину продал, это маг? Ну ладно, хрен с ним. Еще яйцо идет, ого. Ладно, их продам, потому что я хочу яйцо купить и легионку. О, я сейчас выиграю раунд. Вот это хорошо, вот это отлично. Плюс опыт сюда. Может, эта игра и есть тепличные условия? Ладно, на самом деле я хрень сделал, надо было раньше покупать котла. Надо было все-таки брать его в 2 звезды. Я вот просто сейчас так подумал, что он в действительности мне нужен. В действительности. Я бы хотел взять вот этот вот меч, но мне нужен посох 3-го тира. Мне кровь из носа, необходим посох 3-го тира. Если не будет посоха 3-го тира, то это забей. Так, ну там тролль 1500 урона нанес магического, но я думаю, сейчас бабка намного больше урона нанесет. Уверен в этом. Сейчас посмотрим. Если все будет нормально, то я буду и дальше сидеть через 6 людей. Если будет все плохо, то я буду, соответственно, сидеть через рыцарей. Кстати, вот Луна тоже интересно. А ну-ка, ребят, напишите мне в комментариях. Напишите мне в комментариях, как вы смотрите на то, чтобы я вам записал Луну через кулон магии и 9 магов. Я думаю, это будет очень сильно. Она и спам хорошо чистит. Все такое. Я, кстати, если что, сейчас решил сделать вот так. Вот и мне не хватает. ДК не хватает. Вот так вот сделаю. Берсерка продам. Мне деньги нужны. Берсерк мне в целом не нужен. Омник. Блин, я так не хочу на Омника тратить яйцо. Вот честное слово, не хочу. Мне нужна бабка. Бабка в приоритете, поэтому я не буду пока тратить яйцо. Вообще не буду. Инвокер, вот вроде бы... Ладно. Бесы выходят из меня. У чувака 4 хп. Есть Омник, есть Зевс, есть инвокер. Но без денег сидит почти. Давай, 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 бабка, расстреливай, отрабатывай свою пенсию. Кстати, Омник хорошо так режет урон. 50% магического и физического. Это вам не шутки. Но я... Все, давай, до свидания. До свидания. Как раз у тебя был мой Омник. О, кунка еще. Блин, ну надо взять кунку, надо. Отлично, апгрейд вовремя пришел. А то я думал уже кого-то продавать. Посох 3-го тира, пожалуйста. Я такие предметы скипаю. А их нельзя скипать. Там и мифриловый доспех. Ладно. Новый предмет, кстати, сейчас наролил. Это аура скорости атаки по области. Насколько он импактный? Ну, на самом деле, это хороший предмет. Бустит всю твою команду, в принципе, неплохой предмет. В действительности, 35% скорости атаки дают. Это отлично. По области. Ну, тут 9 нежити он меня сейчас снесет. Снесет, потому что у меня пока слабый стол. И наследия духа огня нету. Я надеюсь, у меня сейчас не будет тупого выбора взять наследие, либо взять посох 3-го тира. Отвечаю. Я очень надеюсь. Потому что если будет у меня такой выбор, то это забей. Так, отлично. Так, ставим людей. Еще один кунг. О, отлично, он не капнулся, наконец-то. Хорошо, что яйцо не потратил. И мне еще нужно усиление. Мне еще нужно усиление. Мне нужна бабка. Буду, наверное, тратить деньги на то, чтобы найти эту бабку, потому что если не соберу ее в 3 звезды, меня будут сносить все и вся здесь. Ну, спасибо, хотя бы с рандомного сундука мне упало наследие. Мне нужен посох 3-го тира. Очень нужен посох 3-го тира. Допустим, магов я и так снесу, потому что у меня есть Омник 2 звезды, у меня есть рыцари,
Кстати, кто вдруг не знает, как работает вот это вот все, то объясняю. У вас, против вас 1000 магического урона. Омник режет 50%. И рыцари еще 50% порежут. То есть сначала режется с помощью там омника. Кстати, отличная реликвия мне упала. Вообще топовая. Двойные МБ это то, что доктор прописал как раз. Вот. Пока продам баф людей. Можно было бы, конечно, баф людей вместо омника поставить, вместо инвокера поставить. Но я думаю, это хрень. Инвокер слишком хороший. На безоруш накинет. И минус броню накинет. Ну, прям топ-герой. Но где моя бабка? Еще одну. Либо яйцо, пожалуйста. Ладно. Допустим. Окей. Через баф людей пока что не буду сидеть. Потому что если я буду сидеть через баф людей, меня снесут все, кому не лень, короче. Вот, недорассказал. Сначала, вот, допустим, если омник накинул свою способность, он порезал 50% урона. Потом у вас работала синергия рыцарей, и еще 50% урона порезалось от текущей порезки. То есть было 1000, потом 500, а потом 250 станет. То есть это сильные такие порезки. Но на самом деле, вот то, что против меня он антимага собрал, это хорошо. Луна там без посоха 3-го тира, поэтому ей будет грустно. Наконец-то! Просто она пришла! Явилась, не запылилась на 32-м раунде. У меня еще тут, если что, моральная поддержка на коленях лежит. Кошка. Поддерживает меня. Мне неудобно сидеть, зато ей удобно. И это самое главное. На самом деле, если бы эта Луна нашла посох 3-го тира, это было бы жестко. Но я думаю, я бы ее спокойно забрал, потому что у меня и рыцари, у меня и омник есть. Я прям бы нормально выносил их. И, кстати, теперь мне надо два человека найти. На 35-м раунде надо будет поставить. Вот. И все, в принципе. И сейчас надо выходить в деньги. Вот, кстати, видите, обезоруж просто. Ну, инвокер это имба, ребят. И, кстати, урон замечаете, сколько прилетает по типу? Плюс 6 монеточек. Сюда. И магов, кстати, надо покупать. И надо чуть-чуть, наверное, подролиться и найти все-таки. Пожалуйста, посох. Спасибо. Спасибо тебе большое, что мне упал посох. Я почему сейчас так благодарю? Потому что мне мог упасть совершенно не посох. О, кунг, отлично. Так, вот этих ребят продам. Может поставить сейчас баф людей? 6 штук. А давай попробуем. Почему нет? 6 людей, 6 рыцарей, 3 мага. Норм? Норм. Бабка сильнее будет, да может будет. Потому что немножко магов у меня все-таки есть. Так, опять против меня этот рыцарь. Давай, 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 напихивай ему по самое я не хочу этому антимагу. Слышь ты, обезьяна, отвали со своей палкой. Мне как-то там в комментариях и в чате Телеграма писали о том, что его обезьяна кидает палку не туда, куда надо. Вон, только что противник нормально мне так палкой накидал по горбу. Пол стола в контроле держал. Кстати, нежить вылетела. О-о-о. О-о-о. Ну, кстати, один раунд я взял. Легионку ставлю на автопокупку. Хорошо. Так, что мне делать дальше? Мне надо выходить 40 монет и на 35-м раунде разблокировать 16 уровень. Сейчас надо расстановку грамотную сделать, чтобы омник и бафал нормально, и чтобы эта обезьяна не душила еще. Потому что если обезьяна меня будет так и дальше душить, она будет меня держать в вечном контроле, а мне это не надо. Если он антимага себе, кстати, еще в 3 звезды соберет, то для меня это тоже будет огромная проблема. Опять он пришел ко мне. Выруби обезьяну. Чисто тычка 800 урона, ребят. 1000. Нормально так она урона накидывают. Чисто 15 тысяч, здорово.
Так, 16 уровень. Разблокировать. Немножко уровня. Ставим инвокера. Хорошо, так. Что дальше мне делать? Так, что дальше мне делать? Надо расстановку чуть грамотнее, наверное. Или нормальная расстановка. Все сейчас будет зависеть от того, как я буду расставляться, потому что там антимаг, он может меня не выпускать из контроля. Какую дополнительную сборку мне сделать? Девять магов. Ну ладно, против рыцаря у меня хорошие предметы. Есть жетоны, я по рыцарю нормально урона буду вкидывать. Но и когда еще 9 магов поставлю, будет вообще имба. Двойные клыки, понял, спасибо. Но эта вся хрень, она мне не нужна. Что мне там упало? Так, мага покупаем. О, МКБ. Отлично. Отлично. 200 урона, кстати, уже у легионки. На секундочку. Так, дальше копим денежки. Дальше копим денежки. И сидим через 6 людей, все. В 12 возьмем, на 12 поставлю еще одного мага, а 13 возьмем, поставлю еще одного мага. У меня будет 6 рыцарей, 6 людей. И 6 магов. Вот если бы я все деньги не потратил на то, чтобы найти бабку, то я бы уже полетел в next игру. И благо, что мне бабка в 3 звезды пришла. Да? Я тоже так думаю. О, берсерк. Не, ну там чел на луне делает хрень, если честно. Для того, чтобы ему так вот играть через луну, ему надо 100% найти посох 3-го тира. И все предметы потом в берсерка перекинуть. Мне бабка, конечно, раздает движа. Нормально так. Так, предмет 5-го тира ищем. Святой Грааль оставлю. Чисто по приколу, пусть будет. Маска и бессмертие. Ну, я возьму маску. Маска мне больше нужна. Так, ману плюс 50 я перекину в Зевса. Себе возьму маску. А Святой Грааль закину в Омника. Мне бы сейчас для полного счастья найти бессмертие, и все. Я полностью упакован, и вряд ли он мне что сделает. Только вместо чего мне, конечно, это бессмертие ставить. Можно, конечно, вместо МКБ поставить, потому что у него уклонения особо-то и нету. Ну да, можно будет. Ну ладно. Бэмс. 1200 урона тычка. Здорово. Сильно? Я думаю, да. Боже, как она... Так а он не переживет. Ну, хоть бы 12-й успеть-то взять, а? Ладно, возьмем 12-й. Ну, просто сейчас последний раунд будет. Хотя бы давайте 12-й для красоты возьмем. Может, переживет. Может, не переживет. Я думаю, не переживет. Я думаю, сейчас это будет последний раунд. Я думаю, тому 9 магов надо было все-таки вот найти посох 3-го тира и делать себе керри берсерка. И тогда у нас было бы с ним такое жесткое противостояние. Тут, кстати, жесткий антимаг. У него башер 4-го тира есть. Если он дойдет до моей бабки, то он его будет башить. А это будет уже не смешно. Ну, Кирасу мне все равно, в принципе. Цепись со своим станом, пожалуйста. Цепись! Ой, я проиграл раунд. К сожалению, я проиграл раунд. Гребаная обезьяна сделала ему всю игру. Просто не выпустила меня из контроля. Ну ладно. Плюс 1 раунд для того, чтобы пожить. Знал бы, что если он переживет еще 1 раунд, то я бы не брал, ну, не ролил бы деньги. Мне и дума надо этого снести, потому что этот дум будет в меня лететь. Именно в бабку. Вряд ли будет лететь в Омника и тому подобное. Будет лететь именно в бабку. 100% каждый раунд. Отвечаю, ребят. Запомните сейчас мои слова. Тупо вангую. Я, кстати, если что, агра поставил на первую линию, потому что там область короче, там есть радиус от его способности. И в этом радиусе есть вероятность, что откатит сразу способности. У меня там Омник стоит, который может несколько раз отхил свой кинуть. Вот так сделаю.
он со своим антимагом не бил моего легионочку. Так, снеси. 1200. Бэмс. Нормально. Смотрите, думаю, меня сейчас полетит. Ребята, если что, гадаю на кофейной гуще. Кому это интересует, пишем в личку. Так, у него 36 хп, хорошо. Еще поиграем. Еще с ним мы поиграем. Но я не успею взять 14. Как бы я ни старался. Как бы я ни старался. Да. Ну да, я не успею 14 взять. Как бы я ни старался, как бы я ни потел, 14 мне не видать. Ну разве что он там что-то, не знаю, невероятное сделает и... Я не знаю. Я дурак. Боже, я такой дурак. Прикиньте, у меня реликвия была двойных мобов, а я не заюзал ее на 35-м раунде. Охренеть, вот это у меня мозг весь поплавило насчет вот этих бафа людей и расстановки. Охренеть. Ну, Саня, ты и герой. Да, ребята, не повторяйте мою ошибку. Какую я... Это очень фатальная ошибка, ребят. Всегда за этим следите. Вот видите, я сейчас не уследил. Я, во-первых, кучу предметов провтыкал, а во-вторых, я провтыкал деньги из-за этого. Я мог бы условно, благодаря тому, что на 35-м раунде у меня было бы куча предметов, я мог бы попробовать найти себе Аганим и закинуть его в Омника. Ой, короче. Беда. Бабка, успей до Дума. Смотрите, сейчас Дум снова полетит бабку. Ой-ой-ой. Как я люблю эту игру. По-моему, это конечная. Да, все. Минус 12? О, все красиво. 6 людей, 6 рыцарей, 6 магов. Ну, ребят, можно, в принципе, сказать то, что у меня сейчас тепличные условия были всю игру. Ну, ладно, не совсем тепличные условия, потому что, ну, 6 людей не смог реализовать до 12-го. Ну, там сложно было. Если бы я пробовал бы реализовать, то, скорее всего, бы я вылетел бы. Но мне не хватит. Мне надо 64 опыта. А там у него, кстати, почти берсерк в 3 звезды. На секундочку. У него 2 берсерка в 2 звезды и 1 берсерк в 1 звезду. Не, ну нормально на урона так кидают. Просто бэм-бэм-бэм-бэм. Ну блин. К сожалению, не выполнил я челлендж на 14 уровень, но был я близок. Был близок. Я мог, конечно, убрать бабку, постараться искусственно растянуть игру. Но тоже у нас хп не так много было. А если бы он собрал себе берсерков в 3 звезды, то большая вероятность, чтобы я эту игру вообще даже бы не затащил. Ну, есть такая вероятность, несмотря на то, что там у меня есть там предмет. Ну, так, короче, можно сказать так, я немножко побоялся, поэтому не стал рисковать, да? Плюс у меня баф людей стоял, 6 штук, мне надо выигрывать было. На это как бы будем акцентировать внимание, да? Ну, красивая игра, красивая, но, к сожалению, недовыполнил челлендж я с 14-м. Чуть-чуть не хватило, вот буквально каких-то 20 монет. Возможно, знаете, как мне стоило поступить? Мне стоило взять реликвию монетки, слить полностью все свои деньги, активировать реликвию монетки, слить снова деньги, активировать ее еще раз и слить снова деньги. И, возможно, я бы тогда смог взять себе 14. Чисто так, знаете, на тоненького.
Но 9 магов бы не успел поставить таким образом. Эй, ладно. Катка огонь. Бабку реализовал на 200%. Показал ее вам, соответственно, под кулоном, под всем таком. И я, соответственно, жду фидбэк от Беннисона, что он скажет на этот счет. Засчитывает, не засчитывает. Ну, 14 не взял. Ну, ребят. Им, я как говорил раньше, разработчикам нужно вернуть старое количество опыта на 11 и на 12 уровень. Там где когда, по-моему, на 11 надо было 24 опыта, а на 12 32. Ну, потому что почти нереально взять себе 16, 15, 14. Ладно, катка огонь, мне понравилось. Святая бабка в деле. Что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор на меня не подписан. Также подписывайся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.